Вчера у нас был первый классный морозный день, минус 5 градусов стояло. Было довольно прохладно утром, замерзли лужи, покрылись корочкой льда и вывалил классный туман, прям молоко-молоко. Сегодня не минус 5, в центре города в районе нуля, там где туман на реке, там скорее всего минус стоит. Очень холодно, я очень быстро собирался, потому что боялся, что туман начнет быстро расходиться. Одел летние перчатки, рукам уже хана. Очень холодно. И одел летние кроссовки, это тоже был неправильный выбор, надо было одевать зимние ботинки. Когда разгоняешься, очень холодно становится и сразу замерзают пальцы. Обдувает сильно холодный влажный воздух. Сейчас доеду до этого пешеходного перехода, перейду пешком и поеду в обратную сторону. Потому что дальше туман будет не такой красивый. И сложно будет снять видео, поэтому поеду сразу на 203 микрорайон, там будет самая красота. Там река ближе, там туман всегда гуще, чем здесь. На днях я катался на МТБ по сопкам, закрывал осенний сезон. Такой еще, когда сухой сезон стоит, когда солнышко светит, все такого больше уже не будет до следующего года. И так вот, МТБ, конечно, штука прикольная и дает совсем другие возможности, но я проехал всего 50 километров на МТБ, и я так устал, у меня икры просто отваливались. На МТБ я бы проехал абсолютно весь этот маршрут полностью, да, где-то помедленнее, где-то на тормозах. Я бы абсолютно так же проехал. Чуть-чуть, может быть, где-то на спусках, наоборот, медленнее, потому что это не подвес. Но зато я бы вверх шел не пешком, а катился на гревеле. Плюс по трассе я бы ехал намного быстрее, чем МТБ. И на гревеле я бы проехал весь этот маршрут и абсолютно бы не устал. Просто приехал бы, сел бы, мог бы сидеть монтажом заниматься. А после МТБ ты приезжаешь и чувствуется усталость. Вот, поэтому МТБ весело и где-то уместно, но МТБ это говно по сравнению с гревелом. Поэтому у меня никогда не было желания обзавестись вторым подвесом. Там прям вот не было такого. Ну и у всех, у кого есть подвес, у них, ну, есть один подвес, да и катаются. Без разницы, какой там у вас есть. А люди, которые познают, что такое гревел, они не ограничиваются обычно одним гревелом. Они все начинают искать что-то получше, что-то другое. И так часто бывает, что у некоторых людей, у которых были МТБ, они эти МТБ выкидывали к чертовой матери через Авито и покупали себе гревел. Затем покупали второй гревел и некоторые даже третий. Как правило, один гревел это для того, чтобы ехать куда-то далеко, заниматься турингом, байкпакингом, вот такими велопутешествиями на длинные расстояния, на комфортной скорости. И второй гревел это пушка-ракета, очень быстрая, часто на карбоне, на легких велосипедах, которые дают совсем другие ощущения, на которых можно скинуть только на одних покрышках грамм 200-300 веса. Поэтому вот у меня уже появился второй гревел. Я его пока еще не распечатал. Он стоит кое-где здесь вот в гараже, ждет своего участка, когда я его распечатаю. Так что в следующем году будем кататься на более легких гревелах, а эти основные у меня с мюзиком останутся так, для каких-нибудь таких далеких выездов. А те чисто вот сел, без ничего не будут, голые, без крыльев абсолютно, на самых легких покрышках, на сликах будет. На сликах 700/32 по максимуму узкие будем ставить. И на них будем просто получать удовольствие от езды на максимальной скорости, на там, короткие и средние расстояния. Можно, конечно, уехать вообще на речку, туда подальше, на Зеленый Луг, вернее, на Хатыстах, и там еще больше будет туман, плотнее. Посмотрим. Сначала сниму здесь видео, потом поеду туда. Здесь еще холоднее, чем в городе. Тут уже он песок инеем покрыт, растения все инеем покрыты. Здесь небольшой минус. Ну, не минус 5, но минус 2, минус 3 здесь точно есть.
У меня, в общем, все потихонечку покрылось влагой. Слоем таким получается тумана на одежде, на велосипеде, на линзе камеры. И все это покрывается тонким слоем капелек. И тут же замерзает и становится ледяной пленкой. Сейчас остановлюсь и покажу. Так как на улице туман, все покрывается капельками росы, воды. И так как стоит минус, она тут же замерзает. И это уже, получается, капельки превратились в лед. И точно такая же ситуация с Mi-Action камерой. На ней вот такой вот лед образуется. И поэтому ничего не видно. Не укусит? А если поеду? Нет, он рядом. Да? Хорошо. Элли, Проходи. жутко любопытно. У любой собаки, как бы ее ни воспитывали, есть два собачьих инстинкта, против которых ты ничего не сделаешь. Первый — это защищать всегда хозяина. У нормальной собаки всегда так она будет защищать. И второй инстинкт — это защита своей территории. Там, где собака ходит, она считает своей территорией. Особенно, если она здесь постоянно гуляет. Так что с собаками надо быть всегда начеку. Но собака красивая, не кидалась, как обычные собаки кидаются, которых абсолютно не воспитывают, либо неправильно воспитывают.
Вода еще теплая, а воздух очень холодный. И из-за разницы температур происходит туман. Очень красивое явление.